Всем привет! Сегодня в магазине мое внимание привлекла упаковка с вот этими желейками. А все потому, что они в форме кусочков пиццы. У меня сразу появилась идея сделать такую же желейную пиццу, только огромную и более реалистичную на вид. Почитав состав, выяснилось, что тут очень много химии, а наша задача сделать желейную пиццу максимально натуральной. Давайте протестируем вкус. Как будто закинул в рот сразу все вкусы с мишками Харибо. Очень насыщенно. Итак, первая на очереди основа для пиццы, мы сделаем ее из дыни. Для дальнейшего получения из нее сока сначала очистим ее от кожуры. Дыня прекрасно очищается, прямо как картошка. Очищенные дыни откладываем на противоположный край стола. Кстати, они у нас двух сортов, именно для получения максимального аромата. Второй вид очищаем точно так же. И продолжаем, пока полностью не опустошим ящики. Наконец-то все дыни очищены. Переносим на доску и разрезаем напополам. Внутри находятся семена, их нужно обязательно убрать, чтобы они не попали в сок. С помощью ложки делается это очень просто. Следующий этап — нарезка на подходящие куски, которые пролезут в соковыжималку. Подготовленное сырье будем складывать перед доской. Продолжаем обрабатывать дыню по такому принципу. Наконец-то все готово. И можно переходить к этапу с соковыжималкой. Тут все просто, кладем в нее сочную мякоть. Включаем. И проталкиваем. Сока в дыне оказалось даже больше, чем я думал. Буквально за 2 минуты чаша наполнена. Закрываем кран и переливаем дынный сок в емкость побольше. Продолжаем пропускать дыню сквозь соковыжималку. По итогу получилось литров 30 сока. Идем дальше. Для изготовления желейной колбасы будем использовать арбузный сок. Самый простой способ его добычи — это вырезать в кожуре крупное отверстие. И просто погружным блендером всю мякоть превращаем в смузи. Буквально 5 минут и готово. Также поступим и с оставшимися 2 арбузами. А теперь просто устанавливаем сито на кастрюлю и процеживаем весь арбузный сок от косточек и кусочков мякоти. Чтобы ускорить процесс, поможем венчиком. Готово, процеживаем сок оставшихся арбузов. Готово. Для желейных оливок будем использовать вот такую спелую голубику. Пересыпаем ее в миску. И тоже превращаем в смузи с помощью блендера. Готово. Здесь все точно так же, как и с арбузом, процеживаем через сито. Но чтобы избавиться не от косточек, а от кусочков кожуры. Готово. Из голубики получилась вот такая немного желеобразная масса. Желейный сыр моцарелла будем делать из кокосового молока из-за схожести в цвете. Переливаем все 6 литров в кастрюлю.
Ну и последнее, это зелень на пиццу, сделаем ее из апельсинового сока. Выливаем в сотейник. Да, сейчас он желтого цвета, но мы исправим это с помощью зеленого красителя. Также в дынный сок добавим оранжевого красителя для более насыщенного цвета. Также и в арбузный немного красного красителя. А в соке с голубики черный краситель, чтобы он стал по цвету как маслины. Теперь нужно сделать вкус каждого сока более насыщенным, так как в желейном виде все вкусы станут менее яркими. Для этого в первую очередь добавим лимонной кислоты. А также сахар. Хорошенько перемешиваем, чтобы растворить все кристаллы. И наконец-то самый главный ингредиент – желатин. Зачерпываем лопаткой. И постепенно всыпаем сок, при этом постоянно перемешивая, чтобы желатин равномерно расходился по жидкости, а не собирался в комочки. Когда масса загустела, хватит. По этому принципу замешиваем все оставшиеся виды сока. Есть. Пора подготовить формы для заливки. Для бортика, например, используем вот такую здоровенную трубу. С одной стороны установим заглушку и зафиксируем ее стяжкой. С другой стороны в трубу нальем масло и покатаем его по всей внутренней площади трубы, чтобы потом желе легко отлипло. Остаток масла сливаем. Отправляем тазик с дынным желе на плиту. Включаем среднюю мощность. И будем постоянно помешивая растапливать желатин. И так до тех пор, пока масса не станет жидкой. Готово. Можно снимать с плиты. Пока масса теплая и жидкая, переливаем ее в трубу. Проще всего это сделать мерным стаканом. Закрываем заглушкой вторую сторону трубы и тоже фиксируем. Еще нужно закрепить трубу по заранее вымеренному диаметру, чтобы желе застыло в нужной форме. Следующий на очереди сыр. Растапливаем желатин со вкусом кокоса. Спустя 10 минут готово. Можно снимать. Заливаем в 2 квадратных формы. Из остатков белого желе сделаем прожилки для колбасы. Для этого нарежем тонкую силиконовую трубку на отрезке. Загибаем край и фиксируем стяжкой. Готово, таких нужно 15 штук. Их точно так же, как и большую трубу, нужно смазать маслом изнутри, иначе желе будет нереально достать. Готово. Только сейчас их можно наполнить кокосовым желе. Вторую сторону тоже запечатываем. Так мы повторили со всеми трубками, а также закрепили их в ровном положении и дали желе застыть. Все, можно их распечатывать. А желе выдавим просто палочкой. Получился вот такой длинный желейный червяк. Нужно их достать из всех трубок. А саму колбасу будем заливать вот такую здоровенную трубу. Тоже подготовим ее, взбрызнув маслом внутри. А белых желейных червяков нанизаем на шпажку.
И ставим растапливаться арбузное желе. Готово. Заливаем в форму. И устанавливаем белые прожилки, чтобы они утонули в пока еще жидкой красной массе. Далее у нас желе из голубики. По-быстренькому его растапливаем. И переливаем в соусник. Накручиваем крышку. Для создания оливок нам понадобится вот такая 3D форма. Собираем ее из двух частей. И аккуратно через отверстие наполняем голубичным желе. Нужно заполнить все ячейки. И осталось последнее зеленое желе. Нагреваем его до жидкого состояния. И можно выливать просто на подносы. Поможем ему растечься по всей площади. Осталось растопить самую большую кастрюлю с дынным желе. Из него будет состоять основа для пиццы. Поэтому заливаем его в огромную круглую форму. Наконец-то все формы заполнены. Оставляем их застывать на ночь со включенным кондиционером. На утро желе очень хорошо застыло. Достаем основу для пиццы из формы. И переворачиваем на другую сторону. Дальше нужно добавить бортик. Для этого ножницами вскрываем трубу. Она армированная и очень сложно вскрывается, поэтому воспользуемся ножницами по металлу. Убираем остатки трубы. Как видите, благодаря маслу желе идеально отходит. Переносим бортик на основу для пиццы. И устанавливаем его на свое место. Все, желейная основа для пиццы собрана. Следующий на очереди сыр. Достаем его из формы. По-моему, он реально похож на твердую моцареллу. Мы попытались натереть его на терке, как делаем это с обычным сыром. Но он оказался намного плотнее и трется очень долго. Поэтому приступим к плану Б. Нарезаем весь желейный сыр на кусочки поменьше. И просто пропустим их через производственную мясорубку. Она сделает нам нужную фракцию гораздо быстрее. Получившийся тертый желейный сыр раскладываем на основу для пиццы. И равномерно распределяем по всей площади. Готово! Давайте достанем из формы желейную колбасу. Отрезаем прожилки снаружи.
Убираем дно. И просто поднимаем трубу. Здоровенную желейную колбасу разрезаем напополам. Странно, белых прожилок тут не оказалось, видимо они просто всплыли на поверхность, очень жаль. Для удобства разрежем кусок еще напополам. А с нарезкой нам поможет слайсер. Смажем его маслом, чтобы максимально уменьшить трение. Устанавливаем колбасу. Включаем. И пробуем нарезать. Желе настолько плотное, что просто остановило острый диск слайсера. Поэтому дорезать пришлось просто сильно надавливая. С большим трудом мы нарезали 12 желейных ломтиков. Выкладываем их на пиццу. С каждым ломтиком она становится все красивее и красивее. Готово. Переходим к маслинам. Из формы достаем шарики голубичного желе. Подровняем ножом край, куда затекло лишнее желе. И выдавим отверстие посередине. Готово. Теперь это больше похоже на маслины. Нарезаем их на кусочки. Получилось очень много желейных слайсов маслин. Осталось их равномерно разложить по всей площади пиццы. И последнее зеленое желе. С помощью штампа выдавим форму зелени. Мы сделали несколько кусочков вот такого крупного формата и много мелких. Раскладываем их по всей пицце. В принципе, на этом наша желейная пицца готова. Но есть одна проблема. По сути, это просто гора красиво сложенных продуктов. А чтобы это стало полноценной желейной пиццей, нужно соединить их воедино. В этом нам поможет строительный фен. Он дует очень горячим воздухом. С его помощью мы расплавим весь желейный сыр. И все ингредиенты прилипнут друг к другу. Вот теперь желейная пицца окончательно готова. Можно отрезать от нее кусочек. По-моему, выглядит неплохо. Кусок желейной пиццы из натуральных фруктов. А на вкус это сладко и насыщенно. А если вы наберете на этом видео 200 тысяч лайков, то я сделаю гигантскую желейную бутылку Кока-Колы. Также не забывайте подписываться на канал. Всем пока!